Всем привет! И сейчас я отправляюсь в Оман. Новое путешествие. Сначала еду до ближайшего города, который на границе. 150 километров на автобусе. Вот такой вот билетик. Сейчас я отправляюсь, уже. Такой вот автовокзал, автобусики стоят. Велосипед. Сейчас поедем. Вот. Аль-Айн город называется, 150 километров. А оттуда уже в Оман будем залетать. Сейчас ехали, автобус остановился, водитель и еще трое пассажиров вышли и пошли молиться. Ну, туда, в мечеть. Приехал в город Аль-Айн. Ничего, так симпатичный городок. Приехал в какой-то Аль-Айн оазис называется. Пойти посмотреть, что там у них интересного. Просто большой зеленый оазис посреди города. Большая территория здесь. Не знаю, сколько я буду здесь ходить. Мне уже время уже 14:30, а мне еще до границы ехать. Час где-то показывает. Вон лестница такая. No climbing. Не лазить, в общем, понятно. Блин, ну классно, конечно, да. Все, в общем, посмотрел, по-быстренькому пробежался. Особо так смотреть нечего. Уже нужно ехать дальше. Да, приятный городок. Без небоскребов. С высоток такие дома маленькие. Малоэтажные. Очень жарко на улице, 32 градуса. Эти светофоры мне не нравятся. Классно сделали. Сейчас опять прилетели бабки. 200 дирхамов мужичок накинул на ход ноги. На крузере остановился. Как обычно, все начал расспрашивать, кто такой, куда еду. И, в общем, накинул бабок. Я не знаю, может, я так выгляжу, конечно, бичевский. Что мне хочется денег дать, я не знаю. Заезжал в магазин, подзакупился немножко дорогу. В торговый центр заезжал. Сейчас лечу в Оман уже. На границе 17 километров осталось. Дороги просто у них, конечно, идеальнейшие. Вообще прям идеально ровные дороги. Чё за чувак чешет? Куда ты едешь, паря? Куда ты все едешь? Хватит уже, остановись. На телефон, в общем, весь контент, поэтому поддержите на камеру. Я ее так и не купил. Нет бабок на нее. Поддержите, буду очень признателен. Вот смотрите, подъезжаю к Оману, и уже никакой пустыни не пахнет здесь. Горы уже видны, небольшие, гора точнее. Зелень, в общем, пустыни не пахнет, в общем. Наконец-то. Когда стала эта пустыня, сейчас я заезжал здесь в туалет возле границы. Вот в последний момент решил свернуть направо. Сегодня в Оман не ехать, поеду завтра утром. Думал, какой смысл сейчас торопиться, заезжать там еще долго на границе, все это. Это час-полтора, думаю, точно. Поэтому где-нибудь сегодня вот здесь заночую, возле горы. В предгорье. Смотрите, какая красота вообще. Слава богу, не пустыня. Дурацкая. В общем, я вот в такое место приехал здесь. И думаю,
Блин, ну красота, конечно, сегодня вообще. Красиво мечеть засветилась. На телефон, кстати, есть плюс, снимать можно увеличивать. Хочу показать, как я моюсь в путешествиях в мечети. Вот здесь из этой штуки, короче, можно мыться. Просто берешь эту штуку, помыл вперед. Что я сейчас и буду делать, собственно. Так, что у нас тут по ужину? В общем, я сегодня нашел гречку в огромном гипермаркете. Нашу гречку, увелка или увелка, не знаю как правильно. И сейчас я ее варю. Коробку выкинул, 5 пакетиков достал. На рублей она стоила где-то 200 с чем-то. Вот, сейчас яйца закинул, гречку все вместе, еще сосиски закину. Вот такой сегодня шикарный ужин. Да, давненько я гречку не ел. Последний раз где-то, наверное, в декабре в Турции я ее ел. Там находил в магазинах некоторых. Доброе утро. Вот я ночевал. Ветер немножко поднялся что-то. Потому что встречный, кстати. Ну чё, пора собираться. Точнее, я уже почти собрался. И сейчас поедем в Оман. Еду в Оман. На улице ветрено. Здесь вот такая вот херня нацеплялась, повпивалась везде, где только можно. На подошву, на колеса. Я сейчас запарился это все убирать здесь. Это жесть какая-то. Сейчас, короче, выезжаю, в общем, с Эмиратов. Уже выехал. С меня содрали 30 дирхамов за выезд. Типа, я первый раз такое слышал вообще. Ну чё, все, я в Омане. В султанате Оман. В новой для себя 16-й стране. И в 4-й, точнее в 5-й, в этом трипе. Начиная с Египта, я считаю. Египет, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты и Оман. Пальмы срезаны. Смотрите, сколько мест на ночевку зато здесь, возле пальмы. Возле пальмы. Какой-то вот касл, замок. Какова вероятность встретить здесь велопутешественников в этой стране? Я думаю, что достаточно большая. Короче, пытался активировать eSIM, в итоге ничего не получилось. Какая-то ошибка. Деньги заплатил, а не подключается. В общем, не знаю, написал в поддержку. Пока тут решал этот вопрос. В общем, жара, короче, стала жесткая, 33 градуса сейчас. Самый пик сейчас 32 часа. Поэтому тут заправка. Сзади заправка, в общем. До следующей заправки 45 километров. На жаре по такой еще спилить. Хорошо, хоть мне Wi-Fi раздают. Мужичок вот сейчас в магазине раздал Wi-Fi, пока я там занимался с этой симкой. Час, наверное, может полтора просидел. Короче, ничего не вышло. Знаете, что классно? Что нет фур и нет пустыни. Вот что классно. Я сейчас остановился здесь, посмотрите, какая милая заправочка в такой красоте, в пальмах. О, коллеги, индусы на великах на своих индийских. Интересно, зачем они пальмы срубают, спиливают?
Доброе утро всем. Привет, привет. Вчерашняя ночевочка. Вчера поздно приехал уже на ночевку. Вот тут стал где-то недалеко от каких-то фирм, не знаю, что здесь. В общем, там вот дорога. Хотел пораньше встать, чтобы выехать из жары, но в итоге проснулся в 6 все равно. Хотел в 5 встать. Остановился в мечети, на улице уже жарко, 9:30 времени всего, а солнце уже жарит конкретно, поэтому небольшая передышка. Проехать еще нужно будет километров 11 до заправки. Хочу рассказать немного о своем путешествии. Вообще я еду в Маскат, в столицу. До него осталось 330 километров. Сейчас здесь будет карта, куда я движусь. Вот. Потом обратно в сторону Эмиратов, получается, уже по другой дороге вдоль моря. Фигово, что еще 2 недели всего можно находиться здесь, в Омане. Поэтому нужно поторапливаться, нужно спешить, что я очень не люблю. Очередная остановочка возле мечети. Еще колесо спустила, пока поменял. В общем, сейчас очень жарко, ехать пока нереально. Буду сидеть, переждать жару. Я думал, что руки больше не могут загореть. Оказывается, могут. О, офигеть. Сейчас нашел здесь себе место чила. Лежанка, раскривушка. На задворках здесь заправки какой-то. Сейчас ходил в магазин, купил вот поесть, попить чуть-чуть. Там ничего особо нету. Взял вот пепси, хлеб и сникерс. Но у меня там сейчас есть еще это всякие там эти консервы, в общем. Вот это все вышло на 6 дирхамов. Это получается сколько в рублях? 250, по-моему. А теперь я переместился в мечеть. Здесь хорошо, прохладненько. Да и телефон можно зарядить. В общем, время 17:30. Уже не так сильно жарко, и я поехал. Проехать нужно еще будет километров 40 сегодня. Там вот впереди что-то интересненькое, какая-то скала. Однозначно поинтереснее, чем пустыня, конечно, иракская. Смотрите, вон какие там горы. Все, отремонтировался, уже стемнело и загорелось освещение. Хорошо, хоть можно ехать по темноте нормально. Видимо, так и придется делать, ехать в вечернее время, отдыхать днем, когда жарко. Смотрите, кстати, как у них здесь интересно с ценами. 0, точка, и потом 3 цифры. Вот эти 3 цифры, это как копейки, типа, они называются байсы. Вот, я взял 4 здесь позиции, заплатил 1 реал, 0,75. На рубли это где-то 240 рублей примерно. Вот так вот интересно здесь. Сейчас братишка мне здесь сделал еще сэндвич. Сначала кофе, потом сэндвич. Бесплатно. Привет, привет. Встречаем новый день. Ничего, время уже 7:30. Солнце уже начинает жарить, палить. Я пока прособирался, там еще колесо опять у меня спустило переднее. Я менял пока. Короче, не знаю, как в такую жару вообще двигаться. Сегодня 36 показывает. Это жесть.
Сейчас вот приближаюсь к городу Ибри. За ним есть какой-то интересный форт, старый, разваленный. Вот. Хочу заехать посмотреть туда. Проезжаю вот мимо пересохшей реки. И вот он уже форт здесь. Зашел вот на территорию древнего замка. Датируется 11 веком. Сейчас тут просто руины. Класс. Нравятся такие места, где можно полазить по всяким вот древностям, прикоснуться, так сказать, к истории. Что-то я не пойму, как мне зайти. Она, кажется, закрыта или что. Блин. Ой, я нашел там какую-то лестницу. И сейчас я туда полезу. Нифига себе. Куда я залез вообще? Не знаю даже, куда идти сперва. Вот такой вот вид с нее здесь. Да, город Ибри. Такой кусок отслоился, как будто бы. Сейчас мне вон туда, наверное, идти. Когда-то здесь кипела жизнь. Опа-опа. Голуби. Ходили здесь совсем другие люди. Люди того времени. Ну вот так вот, собственно, вид сверху. Пальмы. Походу все уже. Представил, как с этой башни вот здесь стреляли лучники из этих. Обороняли свой город от нашествия кого-то, я не знаю. Нашел выход, не без труда. Пришлось немного походить, полазить. Вот сейчас обратно буду спускаться. Вот он вход. Вот здесь я зашел. Байк на месте. Вот смотрите, все вон возле нее фоткаются чуваки, вон в белом. Я уже прошел, там все обошел, облазил. Приехал в мечеть. Кстати, есть бесплатная водичка. Можно ее брать, чем покупать. Сейчас мужичок остановился вот на таком байке. Вот. Спрашивает, что ты на велике ездишь, говорит, вот это, едешь в Маскат. Я говорю, ну да, конечно. Хай. Вот его байк вообще классный. Эти пружины прикольные у него, мне понравились. Класс. It's good bike. Сейчас говорю мужичку, поехали со мной в Мускат. Он говорит, окей, поехали. На его байке сейчас долетит вообще. Сейчас прикиньте, реально со мной поедет в Мускат. Прикиньте, на таком сделать путешествие, на таком велике. На индийском велике. Смотрите, как он втопил. Без скоростей, без всяких вообще. Сейчас я его обгоню.
time. Сейчас хочу попробовать проехаться на его велосипеде. Can you video for me? О, блядь. Я не знаю, как он на нем ездит, это вообще неудобно. Короче, я не знаю, как он вообще на нем ездит. Посмотрите, что. It's hard. You can try. You can try. Mate. You want? Вот, теперь он пробует. Не может вообще. В общем, доехали с Брода Магаза. Он меня угостил мороженкой, еще там виноградом, яблоками. И он поехал обратно, а я сейчас вот до мечети хочу доехать и переждать жару здесь, посидеть, подзарядиться. В общем, пока сижу в мечети, отдыхаю, телефон заряжаю. Сейчас прилягу здесь, думаю, там где-нибудь полежу, посплю. Время сейчас 12:30, по-моему. Сейчас самая жара. Я тут решил самоуничтожиться. 34 градуса, я поехал на велике. Надоело сидеть в мечети, что-то. Там как-то не расслабишься особо. Все время люди приходят. И я хочу куда-нибудь сейчас к заправке доехать, тут 2 километра. Там где-нибудь зачилить. В кустах каких-нибудь. Потому что далеко я не поеду сейчас в такую жару. И нет, не хочу. Это жестко. Сейчас вот залетел тут к ребяткам, они прямо здесь на заправке кушают. Предложили мне тоже вместе с ними покушать. Вон они, заправщики. Hi, bro. Hi. Да, в общем, удачно залетел я к ребятам. Как раз кушать хотел сильно вообще просто. А тут как раз обед. Так, ну что, попробуем сейчас что-то. Я не понимаю, что это. Какая-то крупа, мне кажется. Крупа. Крупа как будто. Вон там морковь, вон видно. Да, какая-то крупа со специями. А вот это я не знаю, что. Тоже, видимо, крупа. Крупа с курицей. Ну ничего, нормально, есть можно. Все, я выезжаю, время 4 часа. По-прежнему 35 градусов, в бок намочил сейчас. Она вообще быстро высыхает, просто моментально. Не знаю, если в этом смысл, ну, может небольшой есть. Короче, сейчас выезжаю. Блин, жаль, что все пальмы за забором. Так хочется заночевать в пальмовом лесу. А они все кому-то принадлежат, эти пальмы. Какие-то вот крутые скалы начались. Скалы, камни. Сейчас заехал в мечеть, здесь финики. Финики. Берем. Я, в общем, решил поехать по гравийке. Посмотрел, она идет вдоль основной трассы и потом на трассу выходит. Кайф. Такое же место классное. Я вот думаю, может быть, вообще здесь остаться. Зачилить тут. Провожаем день шикарным закатом.
посмотрите просто пейзаж. И вот сейчас парень остановился. Видео, бро. No problem. Good. You Yeah. come me home. Home? Home. Where is Me home. your home? Yes. Really? Yes. It's possible? What? It's possible to going to your home? Possible. Only my Arabic. Or English. So English. It's okay, bro. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. Bye. Короче, предлагал парень остановиться у него, но я что-то как-то не захотел. Не знаю, здесь круто, здесь палатки можно заночевать, в принципе. Здесь классно. Так что, это, кстати, второй человек за все время, который остановился. Так, что-то они здесь вообще прям очень редко. Практически никто не останавливается. Если в Саудии там каждый раз почти, очень часто останавливались каждый день, там по несколько раз, там сдавали воду, здесь вообще нет, никто не останавливается, короче. Пошел там я никакой дороги, возвращаюсь обратно на трассу, на асфальт, и сейчас уже хочу где-нибудь заночевать, в общем. Вот в таком месте шикарном вчера остановился. Тишина, красота, птички. Петух где-то там кричит. Есть какие-то фермы, в общем. Вот это вообще потрясающе просто. Мечеть, где я вчера ночевал неподалеку, вот здесь. Сейчас мне нужно будет доехать 56 километров до ближайшего города, Бахла называется. Не знаю, успею ли я доехать утром, 56 километров. Солнце уже палит в 8 утра, вот сейчас футболочку намочил, как обычно. Сейчас высохнет опять за пару минут. Ну вот это я понимаю. Но не то, что это пустыня бесконечная. Как же здесь кайфово ехать. Машин мало. Красота вокруг. Сейчас, друзья, мы видим верблюда в его естественной среде обитания. Сейчас мы подойдем поближе и спросим, как у него дела. Посмотрите, как он наяривает верблюжью колючку. Сейчас подойдем, мы рассмотрим еще поближе. Верблюд не очень крупный. На меня никакого внимания не обращает. Спокойно занят поеданием своего лакомства. Пожелаем ему приятного аппетита и удалимся. Немножко замотался, проехал 40 километров уже. Сейчас остановился вот попить электролиты, которые еще купил давным-давно в Декатлоне в Турции. Все их вожу с собой. Последняя осталась. Сейчас съехал с трассы вот на грунт, потому что вот видел мечеть.
Пока сижу, отдыхаю, сейчас зашел в Google карты посмотреть, что здесь есть. И оказывается, здесь расположена самая высокая гора Амана, 3000 метров, на которую я хочу отправиться. Не знаю, как будет тяжело с великом, не тяжело. Но посмотрим, как обычно, как пойдет. Время сейчас 12 часов, самый пик жары. Пока я буду здесь пережидать часов до 4, до полпятого, может быть, и потом уже стартую в сторону горы. Ворота Бахлы. Заезжаем в город. Там лестница есть, по ней можно перейти, получается, в ту сторону. Смотрите, какое я место нашел славное. Настоящий оазис. Еще и с водичкой. Как же здесь классно. Забрел в пальмы. Сейчас буду здесь где-нибудь отдыхать, лежать. Что еще жарко сильно. Сейчас поднялся вот на смотровую. Бахла. О, фига себе. Крутецкий вид. Офигенно. Вау. Что интересно, да, они вот город засадили пальмами. Везде пальмы, пальмы и такие домики низкие. Форт, крепость Бахлы. Так классно он расположен, город. Так, внизу скал, гор, пушка. Вот здесь еще можно повыше подняться. Смотрите, вот открывается вид на реку, где я только что был, внизу, вот там. Красотища. А сейчас я вот езжаю в этот оазис. Хочу проехаться по нему, по этим пальмам кайфовым. Смотрите, какие улицы прикольные и узкие здесь. Машины едва разъезжаются. Женщину не сбил, блин. Смотрите, вообще такие узенькие прям улочки. Старые. Почувствовал сразу древность такую вообще. Ай. Смотрите, какие они все нарядные. Нарядные ходят. Хай, бро. Салам. Это вот крепость Бахлы. Уже реставрированная она. В нее вход платный. 4 там этих реалов. Поэтому я туда не пойду, да, что-то неохота как-то, честно. В общем, пока в магазин сходил, уже закат. И я думаю, что сегодня не успею подняться, конечно, ни на какую гору. Может, завтра. Посмотрим сейчас. Показывает на автомобиле 63 километра отсюда. Привет. Посмотрим сейчас, как пойдет все. В общем, повернул в сторону этой горы. Сегодня, думаю, по-любому не успею уже подняться. Может, тогда придется завтра просто пешком туда подняться и в этот же день спуститься. Без ночевки, может, придется тогда.
Посмотрим. Все, наконец-то приехал на место ночевки. Сегодня вот так вот ночую здесь. Верхний слой этот не стал одевать, как вчера. Потом начался ветер сильный ночью. Я вставал, накрывал этот тент, натягивал, в общем, колья отбивал. Сегодня, надеюсь, не будет ветра. Вот. Место такси тут. Тут по сторонам везде машины ездят. Со всех сторон. Ну ничего, в принципе, нормально. Здесь вообще, по идее, должна быть река. Сейчас здесь ничего нет. Вади называется. Вади. У них очень много вот этих вот мест под названием Вади. Ну, типа как такой оазис как бы. Вот. Сейчас здесь нету воды. У меня в палатке таракан. И что он здесь делает вообще? Он, кстати, летает. Офигеть. Ну куда ты ползешь-то, дружище? Усатый.